Здравствуйте, дорогие подписчики, вы на канале Братья Че. И сегодня мы хотим вам рассказать, что больше вы уже не попадете в самую красивую гробницу Египта, гробницу Нефертари, потому что ее закрыли на реставрацию сроком на 10-15 лет. И наши съемки этой гробницы прямо перед новогодними праздниками 2024 года – это все, что останется нам с вами для сравнения до и после реставрации. Но расскажем мы сегодня о самой главной тайне этой Сикстинской капеллы Древнего Египта. Начинаем! Начнем сразу с того, что загадок у этой гробницы много. Первая, традиционная, это история ее открытия в 1904 году в Скиапарелли. Тут мы даже не будем ничего комментировать, зная, как Картер, Дэвис и братья Рассулы в это же время ударно в кавычках открывали гробницы Долины Царей. Вторая загадка – это секрет росписи и красок гробницы. По сравнению с Рамзесом и другими, почему-то именно в этой гробнице самые сохранившиеся и по факту самые красивые росписи. Пойдемте же спустимся. Но как же так получилось, что никто, дорогие друзья, никто из последующих фараонов больше не смог даже близко повторить ту красоту и ту уникальную технологию росписи, которую мы видим здесь. Взгляните на гробницы последующих фараонов Мернептаха, Рамзеса III, V, еще раз сравните. Здесь, как говорится, без комментариев. Так чья же рука подсказывала художникам и скульпторам все эти секреты? У нас есть версия, но о ней чуть позже. Третья загадка – найденные в 1904 году артефакты, и в частности, ее ли это колени-ноги. И почему нет других частей мумии? Мумии и грабители обычно не трогали, как никому не нужный или проклятый предмет. Странная история, а учитывая, что все артефакты, найденные в Скиапарелли, были вывезены в Турин, то наверняка большая часть из них растеклась по частным коллекциям. Четвертая загадка – это ее проект и расположение комнат. Почему, спросите вы? А потому что гробница не имеет ни одной тайной комнаты. Вход практически наверху и виден с любой точки Долины Цариц. Другими словами, гробница стоит на виду у всех, как бы приглашая: зайдите и посмотрите, какая здесь красота. Расположение погребальной камеры строго прямо, хотя все другие гробницы цариц всегда имеют погребальные камеры справа от центрального входа, с кучей тайных комнат и ложных дверей от грабителей, ям, ловушек, оберегов, надписей на входе и так далее. И никто ни разу не сканировал радаром наличие потайных ходов или тайных комнат. Почему-то все, как поверили Скиапарелли в 1904 году, так и не хотят проверять иные версии. И складывается такое предположение, что вот эта открытая и исследованная часть – это всего лишь начало, витрина или обманка для грабителей. Как гробница Сети I, а с учетом того, что Долина Цариц – это в основном мягкий песчаник или известняк, где вода после дождей постоянно вымывает новые и новые полости, то сканирование нужно проводить практически ежегодно. Но главная загадка – вот эти столбы перед площадкой для саркофага, на которых женщина Нефертари перед тем, как лечь в саркофаг и войти в подземный мир, первая абсолютно одна без своего мужа Рамзеса II.
Второе. Изображена в виде божественно совершенного мужчины в леопардовой шкуре повелителя. Третье. Сливается с Азирисом и превращается в его часть. Дорогие друзья, посмотрите. Таких описаний и метаморфоз с принцессами, женами или матерями фараонов нет в других гробницах долины цариц. Взгляните, там все женщины спокойно проходят все стадии дуата, согласно канонам книги мертвых. И всегда показан мужчина-фараон как ее супруг или отец. Но они все предстают перед богами как женщины, и никто из них не становится ни мужчиной, ни тем более Азирисом. А здесь мы видим что-то абсолютно странное. Как нам кажется, ответ находится в ее имени – Нефер, Нефер или Нетер. А теперь давайте проанализируем ее имя и значение слова Нефер. А вам известно, кого в Египте исторически называли Нетерами или Неферами? Неферами называли богов и детей богов, которые периодически спускались с небес и вершили судьбы людей и государств, но при этом могли быть убитыми или просто умереть. И когда обычный гид начинает вам рассказывать, что Нефертити переводится как «божественная красота уходит», а Нефертари как «божественная красота приходит», то, пожалуйста, знайте, что правильный перевод «божественное» или «совершенное» спустилось. В случае с Нефертари «божественное» и «совершенное» вознеслась, а Нефертити. Не зря же Гитлер впадал в экстаз, беря в руки бюст Нефертити и называл его «Моя божественная Германия». Ему-то Анна Нерби точно рассказала о том, кем она была и почему ее бюст вызывает такое восхищение. Посмотрите или почитайте рассказы Виктора Сколкина, нашего самого уважаемого египтолога Берлинского музея. И как вы уже догадались, мы склоняемся к версии, что наша героиня также одна из неферов. Кем бы они ни были, полубог, полупришелец, носитель крови и генов божественных или совершенных. Сейчас мы расскажем, почему мы пришли к такому выводу. Первое, начнем с того, что египтологами доказано, и находками в гробнице, и историческими папирусами, что она прапрабабушка Эйя и внучка Нефертити, потому что имя Нефер абы кому не присваивали. И их Неферов было очень мало, поэтому отследить цепочку тех, кто носил имя Нефер, довольно несложно. Как вы помните, египтяне определяли род и чистоту крови именно по материнской линии. Помните наш рассказ о Моисее и папирусах Исхода? Если посмотреть на абидосские и туринские династические списки, то нетрудно отследить такую цепочку по женской линии 18-19 династий. Но это тема отдельного рассказа. Вы ничего не замечаете? Силы небесные. Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. Второе. Отец Рамзеса, Сети I, хоть и был великим фараоном, но был из рода обычных военных, вообще никак не связанным ни с богами, ни с фараонами, ни с их родственниками, и все об этом знали. И это была проблема, которую Рамзес Великий решил, взяв в жены настоящую Нефер. А вот вам еще одно доказательство, известное всему миру. Вы только представьте, доходит до того, что в ее честь строится храм в Абу-Симбеле, как главного носителя генов и крови совершенных, к которым теперь имеет отношение и фараон Рамзес. Посмотрите, вот его храм, а вот храм Нефертари. И это разрыв шаблона, так как ни один фараон не построил ни одного храма для своей жены. Такого больше нет в истории Египта ни до, ни после. А дальше еще интереснее. На центральном входе и Рамзес и Нефертари высечены в полный рост. Хотя традиционно статуи цариц часто стояли рядом со статуями фараона, но никогда не были выше его колен. Но здесь они равны. И он, фараон, бог, и она, богиня, равная как фараону, так и другим богам.
И на это никто из историков не обращает никакого внимания. Она рождает Рамзесу 4 дочек и 4 сыновей, и по факту фиксирует право детей Рамзеса называться потомками богов. Заинтригованы? Давайте дальше. Также одним из доказательств могут служить фрески из ее гробницы, где показаны все церемонии и испытания, происходившие с момента смерти Нефертари, вплоть до конца ее путешествия, изображенного на двери входа в гробницу. Как итог всего путешествия, Нефертари возрождается и появляется из-за восточного горизонта в виде солнечного диска, навеки увековечив победу над миром тьмы. Вот он, посмотрите, на арке входа. Извините, но ни один фараон в Долине Царей не показан как возрождающийся в виде солнечного диска. Они все просто остаются жить на полях Иалу в раю. А тут прямое вознесение обратно на небеса. Получается, что нам показали, что оболочка или тело осталось здесь, а вторая часть в виде души или какой-либо иной субстанции вознеслась на небеса. А как вам знаменитая битва при Кадеше, когда Рамзес на своей колеснице остался в полном окружении, и кто-то или что-то поставило силовой купол вокруг него и спасло ему жизнь? Это еще более захватывающая история, которую мы вам обязательно расскажем. Так вот, дорогие друзья, все эти вышеперечисленные загадки и факты убеждают нас в том, что, как ни крути, все-таки она Нефер, либо настоящая инопланетянка, либо, как в фильме «Код да Винчи», потомок богов, в чьих жилах течет кровь, сами знаете кого. И об этом сейчас, в эпоху интернета и взрывного развития технологий, очень многие стали догадываться. И мы считаем, что именно по этой причине гробницу и закрыли. Напишите в комментариях, что вы думаете о нашей версии, и мы с удовольствием с вами поделимся нашими мыслями. А вам, наши дорогие зрители, мы предлагаем еще раз просто насладиться изумительными фресками гробницы, которую неизвестно теперь, когда снова откроют для посещения. Да, совсем забыли, музыку к данному рассказу написал наш папа, так что поставьте ему лайк за творчество. А так как YouTube у нас стало смотреть проблематично, то смотрите нас в Телеграме, Яндекс.Дзене или на Рутубе. Ссылки в описании под видео. Всем пока!